Один раз один устаз рассказал мне интересный психологический прием. Если у тебя в голове большой поток мыслей, и ты не знаешь, как от них избавиться, нужно представить в голове рубильник, и как будто ты его мысленно отключаешь. Всем ассаляму алейкум. Бывало ли у вас такое, что в голове возникают какие-то непонятные мысли, и ты думаешь, откуда вообще это в моей голове? Иногда у человека бывает какое-то внутреннее непонятное ощущение, какой-то конфликт, какой-то протест. И иногда он бывает просто мысленный, иногда к нему добавляются эмоции и чувства. Бывало ли у вас такое, что ваш любимый близкий человек задерживается на 5 минут? И вот к вам начинают подкрадываться какие-то мысли. И чем больше он задерживается, тем больше мыслей к вам подкрадывается. И вот вы уже прокручиваете в голове тысячный вариант, что же могло случиться. Звонок в дверь, заходит ваш любимый человек, все в порядке. Вы думали, как вы его встретите пощечиной за то, что он опаздывает, и что он вам скажет, и что вы ему ответите, и что он вам скажет. И все это внутри. Это был пример, связанный с этой дуньей, то есть с мирской жизнью. А иногда бывает у человека в голове конфликт с какими-то религиозными вопросами. Пусть Аллах всех убережет нас по своей милости. Амин. Чтобы было понятнее, я приведу пример, но чуть позднее. Прежде я вообще должен объяснить, откуда берутся мысли. Если говорить в общем виде, то источников мыслей бывает 4. Первое – это озарение от Аллаха. По-арабски называется ильгам, по-русски озарение, или как называют сейчас инсайт по-английски. Это может быть только в дозволенном, в хорошем и в благом, это очевидно. Второе – это внушение от ангела. Это подталкивание к чему-то хорошему, к чему-то благому. Третье – это наущение от шайтана. И четвертое – это наущение нафса. Нафс – это, по-русски говоря, эго или я, или самость. Это называют по-разному. Конечно, все это я говорю в общем виде. Везде есть своя детализация. То есть даже нафсы, эго бывают разных видов, ну и так далее. А теперь давайте разберем более наглядней, чтобы было понятнее. Итак, поехали. У нас есть ангел, который побуждает к благому. Шайтан, который наущает все, что связано с дурным и плохим. Нафс, эго, он любит наслаждение, все, что легко и просто, и много, и сразу, одновременно. К примеру, Нафс кричит: да ты знаешь, кто я такой? Я вот это вот, а ты вообще, ты никто. Вот это все, вот такие вот всякие возгласы, это крики Нафса, да, скажем так, скорее всего. Вот. Теперь давайте приведем поподробнее пример. На улице лежит пьяный человек, и у него бумажник заполненный 100-долларовыми купюрами. Никого вокруг нет. Теперь приблизительная картина, да, как это происходит, это просто для примера. Ангел говорит ему: оставь его, не трогай его, помоги ему. Шайтан говорит: забери его деньги быстрее, пока никого нет вокруг. А Нафс говорит: я люблю деньги. Ангел говорит: мусульманин так не поступает. Шайтан говорит другое. Он говорит: забери его деньги, ударь его, чтобы он не запомнил тебя. Вдруг он тебя запомнит, когда ты его деньги будешь забирать. Нафс говорит: я люблю легкие деньги. Ангел говорит: убери его подальше, спрячь его кошелек. И чтобы ему другие не навредили, помоги ему. Шайтан говорит: не будь дураком, забери его деньги. Нафс говорит: я куплю себе iPhone 11. И все это примерная картина, чтобы нам просто было с вами понятней. Как это происходит на самом деле, это ведомо только Аллаху. И, кстати, это не происходит так, как мы с вами привыкли видеть с детства в мультиках, что справа сидит ангел, а слева сидит черт. Нет, мусульмане верят, что справа у человека ангел, который записывает все его благие деяния, а слева у человека ангел, который записывает все его плохие деяния и поступки. А теперь возвращаемся назад. Иногда у человека бывают какие-то конфликты внутри, которые связаны с религиозной тематикой. Пусть Аллах нас всех сохранит и убережет по своей милости. Амин. Приведу пример, когда человеку говорят: почему ты не совершаешь 5-кратный намаз? Тут у него вступают как бы в ход, как я уже говорил, ангел и шайтан, его наущение, да, и эго, нафс, да, и его тоже наущение. Ангел ему говорит, как бы, да, вот, что, да, в действительности я должен совершать, я знаю, я буду, дай Бог, совершать 5-кратный намаз. Все мусульмане совершать должны, я это знаю. Шайтан начинает свои всякие васвасы плохие, да, эго, нафс, он не хочет совершать 5-кратный намаз, эго сразу начинает кричать внутри, он готов взорваться, да, внутри. Вот. И в этот момент верующий человек
он должен что сделать? Он должен ударить справа, короче говоря, своего навса, показать ему его место, показать, что когда говорят о религии Аллаха, все, стоп, человек проявляет смирение и покорность. Вот так должно быть. А потом он берет лопату и бьет шайтана ей, потому что его васвас это наговоры. Понимаете, да? То есть он наговаривает о религии, сомнения в какие-то вводит, ну и так далее. Что бы ни было, да, какие бы васвасы его не одолевали, какие-то плохие мысли, верующий человек всегда говорит так. Он всему этому прописывает стоп, успокаивается, говорит стоп. Я убежден, религия Аллаха совершенна и прекрасна, даже если я чего-то не знаю или не понимаю. Вот и все. То есть он своим разумом понимает, когда-то вот в определенном уровне верующий человек уже начинает отличать внутри, да, ага, вот это от шайтана, вот это вот навс кричит мой, ну и так далее. С опытом это приходит у мусульман. И если вы не знаете, вот вас начинает что-то пугать, спросите у знающих людей. Они вам обязательно, дай бог, ответят, подскажут и помогут. И насчет того случая с Устазом и рубильника. Как-то в тот вечер, когда Устаз нам это рассказал, мы, значит, вечером прям на ночь выпили кофе с одним братом, и на следующий день утром я его встретил, и он рассказывает, что я, говорит, не мог уснуть, и обычно кто знает, кто кофе пьет, если вы на ночь выпили кофе, то у вас там начинается там поток мыслей просто невероятный. И он говорит, я вырубаю, и что-то не получается, не сработало, говорит.